Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. В этом видео я расскажу о том, как на Azure в облаке создать виртуальную машину. Итак, для того, чтобы создать виртуальную машину, мы кликаем на так называемый сэндвич, вот три полосочки, и здесь нажимаем «Создать ресурс». Выбираем, какой мы ресурс хотим создать. Мы хотим создать виртуальную машину и кликаем на «Создать». Появляется вот такое вот меню. Здесь мы выбираем, какая подписка. В данном случае подписка Azure для Students, для студентов. Группа ресурсов. Смотрим, какие тут доступны. Вот RG Stas, ресурс групп Stas, да, я ее выбираю. Имя виртуальной машины здесь задаем. Пусть это будет, я планирую веб-сервер поднимать, да. Вот пусть будет имя веб, да, на английском языке. Веб. Местоположение Европа, Франция. Пусть будет. Так, тут выбираем, какой мы образ хотим операционной системы. Из списочка берем Ubuntu сервер 22.04 LTS. Выбираем его. Архитектура 64-битная машинка. Да. Размер выбираем. В принципе, тут предлагается за $8,6 в месяц одноядерный машинка с 1 гигом памяти для, собственно, небольшого сайта как раз в самый раз. Идемте дальше. Здесь нужно сделать выбор. Мы либо по ключу будет доступ, либо по паролю. Чтобы сейчас не заморачиваться с ключами, хотя с ключом, конечно, будет безопаснее, да, вот, я настрою по паролю. Вводим имя пользователя, который у нас будет. В данном случае, например, Стас, и вводим пароль. Да, по паролю тут есть, да, вот тут подсказочка, что пароль должен иметь 12 символов и иметь 3 комбинации из 4. То есть буквы, цифры, заглавные буквы и спецсимволы. Повторяем. Так. Дальше. Порты входящие открываем только 22, да, для управления, так как это Linux. После этого жмем на кнопочку «Далее диски». Выбираем диск. Какой тут есть вариант? 30 гиг. В принципе, нам больше не надо. И тип диска выбираем SSD. Ну, можно категорию премиум поменять на стандартный, да. Вот. Нет, на стандартный просто. На стандартный просто. Вот. Дальше жмем «Далее сетевые подключения». Здесь мы смотрим, какая виртуальная сеть. В списочке уже есть сеть, да, общедоступный адрес у него должен быть, так как мы планируем обращаться к веб-серверу через интернет. Видим, что 22 порт открытый. Нажимаем «Далее управление». Тут, в принципе, можно что сделать? Автоматическое завершение работы поставить, чтобы он, если мы забыли выключить в 10 часов, например, вечер выключался, но я оставлю без изменения, да, далее. Тут опять-таки, если ничего хитрого мы делать не хотим, то жмем далее. И, наконец, да, далее. Теги, если нам не надо, то ничего не делаем. Просмотр и создание. Сейчас, да, смотрим, что у нас это будет стоить машинка 1 цент в час, да, видим, что 0,0118 долларов в час, то есть это 1,1 цент в час, соответственно, за сутки он отработает 24 цента в сутки. Чуть больше, чем 24 цента в сутки будет. А то если будем выключать, то еще меньше. И нажимаем на кнопочку «Создать». Все, процесс создания пошел. После того, как, да, пошла вот инициализация, да, после того, как он отработает, у нас появится, вот давайте посмотрим, нажимаем на сэндвичи, да, и тут все ресурсы, и у нас тут должна появиться виртуальная машина, да, пока что еще не появилась.
Процесс этот занимает некоторое время. Причем тут какая ситуация? Он может появиться, но мы об этом не узнаем. И рекомендуется периодически делать обновление странички. О, вот, появилась вот наш, да, вот наш IP-адрес общедоступный, а виртуальной машины еще не появилась, да. Еще раз делаем обновление. И вот, наконец-то, вот наша виртуальная машина, она создалась. Давайте зайдем в нее вовнутрь и посмотрим. Да, видите, выдался публичный IP-адрес. Вот он, 20.199.95.83. И выдался частный адрес внутри сети 10.004. Ну, а у меня на сегодня все. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Ну, а если не хотите пропускать новинки, то подписывайтесь на канал.